Even if I'm leaving you at the door, even when I know that you're never alone. Сегодня у меня банный день. Сейчас буду ломать хворост для растопки в печи. Уже наливаю водичку. Вот она у меня течет здесь. Вот. Уже почти налилась. Сейчас выключу. Нарвала пучок крапивы. Вот такой букетик у меня. Сейчас я положу его в тазик, и когда вскипит вода, я его залью этот букетик кипятком, и будет просто бомбезная заварка для полоскания волос. Вот. Сейчас положу в тазик. Так. Вот моя крапивка. С крапивкой дефицита у меня нет. Вот так вот. В общем, дальше так напишу. Вася пришел со мной в баньку мыться. Да, говорит. Васюшка, ты со мной мыться пришел, да? Вася. Ластится ко мне. Мурчит. Дурачок котий. И на картошке-то он со мной, и баню-то он со мной расставливает. Вот какой котик хороший. Хороший котик. Хороший мой котик. Вот так вот. Вчера 5 мышек принес. 5 мышек. И сегодня 3 я видела. Он носит за то, что я его угостила вчера паштетом и супчиком из этого. Из тушенки супчик. Вот он покушал и принес мне 5 мышей. 5. Давай. А Буська от нас куда-то сбежала вечером. Убежала. Такая дурочка, скажи, да, Вася? Такая дурочка. Листва стала опадать. И я раньше не замечала, а сейчас вот прям слышу гул трассы. Очень сильный. Вот доносится оттуда, где трасса. Прям вот как будто она совсем рядом, хотя в 2 километрах где-то примерно от меня трасса находится федеральная. Когда была листва, шума этого я не слышала вообще. А как только она начинает опадать, то есть этот шум начинает все сильнее и сильнее быть. Я не знаю, насколько слышно это на видео. Ну, просто чтобы вы понимали, что оказывается здесь есть гул цивилизации тоже. То есть не совсем это заброшенное место. В предыдущем видео я рассказывала о том, что у нас в селе есть 2 продуктовых магазина. Но если мне требуются какие-то более крупные покупки, либо более что-то изощренное, или какие-то предметы бытовой нужды, которых нет у нас в селе, я вызываю такси, которое может меня довести до ближайшего районного центра. Это где-то около 10 километров от моего села. Такси долетает до него где-то минут за 5-10. Стоит это всего лишь 300 рублей. Практически как проехаться по городу, Нижнему Новгороду на такси по стоимости получается. И там есть все необходимые магазины, строительные, продуктовые, пятерочки, магниты всякие. Есть также пункты выдачи Озон и Wildberries. Кстати, я недавно узнала, что доставку из Wildberries можно заказать прямо на дом курьером. Но в этот раз я еще пока вот на этом видео не знаю об этом.
и приехала сюда в пункт выдачи, чтобы забрать свои заказы. А как известно, на Wildberries сейчас можно купить все, буквально все. От бытовой техники до всевозможных экзотических продуктов. В общем, после того, как я забрала свои заказы с Wildberries, я решила прогуляться по районному центру, тем более, что погода просто была великолепной. И я прошлась по ближайшим магазинам, по улочкам, просто погуляла, посмотрела, что есть вокруг. Здесь также есть и салоны красоты, где я могу себе сделать маникюр, реснички. То есть здесь совсем такая цивилизация уже. Здесь также есть церковь, очень красивая. К сожалению, я внутри пока не была, но вот снаружи она выглядит вот так. Есть небольшой сквер, парк, здесь в котором можно погулять, посидеть на лавочках. Ну и, конечно же, есть здесь уютные такие улочки, уютные улочки провинциального городка, небольшого такого. В общем, здесь очень мило все, так по-домашнему, мне очень нравится. На протяжении 2 месяцев, пока я здесь живу, с тех пор, как переехала, очень часто, особенно при переезде, я здесь бывала в строительных магазинах, покупала всякие необходимые бытовые штуки, которые были необходимы для обустройства дома и для ремонта небольшого. Вот. И также я здесь покупала продукты, которых у нас не было в селе. Ну а теперь, когда я узнала, что есть доставка из Wildberries прямо до моего дома курьером, скорее всего, я здесь буду не так часто бывать. И, может быть, я даже просто буду приезжать сюда просто погулять, либо, может быть, салоны красоты буду посещать, делать маникюр, ресницы. Здесь также в этом районном центре находится автовокзал, и отсюда можно уехать прямо до Нижнего Новгорода. Также я, наверное, буду просто иногда сюда приезжать гулять, потому что здесь я мало чего пока еще знаю. Возможно, найду еще что-то интересненькое и покажу вам. Рядом с моим домом стоят вековые деревья, и с них уже начала опадать листва. Это очень красиво, особенно когда наблюдаешь это все из окна. Листья летят, как дождь, такой красивый. К сожалению, на видео это не так хорошо отображается. Вот этот осенний листопад, не очень хорошо его видно. К сожалению, камера не передает вот этой всей красоты. Вживую, конечно же, это намного красивее. Но здесь я постаралась максимально снять, чтобы было понятно, что падают листья. Вот такие вот они желтенькие, красивые. По ночам становится теперь все холоднее и холоднее, и я стала затапливать чаще русскую печь. Она нагревает лежанку для моих кошек, и также я иногда на ней тоже грею свои косточки. Это очень полезно и приятно. Бося, покажись, какая ты красотка. Чё глаза ты закрыла? Лазит в печку, он все лапы в зале, моська вся в зале. Бусь, ты красотка, да, Бусь? Красотка Буся. Я не могу над ней. Эй, ты моя дурёшка, кошка-дурёшка, кошка-дурёшка. Вся чумазенькая, и даже не знаю, как ее отмыть теперь.
А у Буси животик растет не по дням, а по часам. И она стала уже такой тяжеленькой и еле-еле передвигается. И, конечно же, ищет место, где она будет рожать своих котяток. Поэтому она очень часто залезает в трубу в русской печке, в дымоход. Там она пытается найти себе место для родов, и, конечно же, вот ходит теперь такая чумазая. Поэтому мне теперь приходится закрывать основное отверстие русской печи от вот этой хулиганки чумазенькой. Вот, и закрываю я его заслонкой. На окно рядом с русской печью я повесила вот такую красивую новогоднюю гирлянду. Но вы не думайте, я не собираюсь отмечать уже Новый год. Просто мне нравится вот такая домашняя, уютная, праздничная атмосфера. Когда лежит кошка на коленях, когда горит живой огонь в русской печке и горят вот такие красивые фонарики. И я вас приглашаю тоже полюбоваться вот этим красивым живым огнем. Хотя бы на видео попробую передать вам вот эту вот впечатляющую атмосферу. Хотя в реальности это, конечно же, намного душевнее и теплее все ощущается и видится. Накормила я, значит, своего кота. Потом через некоторое время прихожу, а тут вот в меню вот такое меню у нас сегодня. То есть, представляете, он платит за еду вот этим. И мне постоянно приходится выносить, выкидывать это. Вот такой вот Вася у нас. Сижу, работаю и слышу, что вот оттуда, откуда-то доносятся такие, знаете, глухие звуки взрывов, как будто где-то рядом военный полигон, и слышно, как оттуда так бабах, бабах, бабах. Тут как-то оттуда. Смотрела на карте, где у нас ближайший военный полигон находится, но он достаточно далеко, по крайней мере, по информации в сети, достаточно далеко от меня, но слышно, как будто вот где-то здесь рядом. Хотя, может быть, я не знаю, может быть, еще где-то есть здесь военные полигоны. В хорошую погоду мне очень нравится работать на свежем воздухе возле своего дома, любоваться облаками, красивыми желтыми листьями, дышать свежим воздухом. Это просто непередаваемо. Всю жизнь мечтала о таком рабочем месте, и вот она, мечта, сбылась. А совсем недавно в своем саду я обнаружила вот такого вот милого красавчика-ежа. Видимо, он почуял, что в этом доме появилась хозяйка, и стал очень часто посещать мой сад. Дело в том, что я часто открываю дверь на веранду, где стоит миска с кошачьим кормом, и, видимо, он иногда туда залезает, чтобы полакомиться. А также мой кот Вася очень часто носит мышей и бросает их прямо возле крыльца, возле дома, не доедает. И, видимо, этот ежик прикормился также Васиными мышами. Ну, чему я, конечно же, очень рада. Я рада, что у меня появился еще один такой вот питомец. И стараюсь теперь в листве и в траве ходить аккуратно, чтобы не наступить на него. Еще я купила вот такую красивую прозрачную кормушку для птиц, которая крепится прямо на окно липучками, присосками. И теперь птички, очень красивые птички, радуют меня каждый раз, когда я заглядываю в окно. Посмотрите, какая красота.
Ну а вот здесь мы с кошками забрались на печку погреться, и, наверное, скорее всего, здесь же мы и заснем все вместе. Чего и вам желаем, тоже добрых снов. Если вы смотрите это видео вечером, ну или доброго времени суток, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. Благодарю вас за просмотр. Если вам понравилось такое душевное видео, ставьте обязательно лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Я буду рада для вас снимать и дальше вот такие красивые, атмосферные, душевные видео.